Всем привет, с вами Елена, и это канал Вот бы мне. Друзья, несмотря на то, что мы очень сильно стараемся оставаться вне политики, если она напрямую не касается лотереи грин-карт и иммиграции в США, события последних недель и тем более последних дней невозможно обойти стороной. Мы категорически осуждаем действия правительства России и присоединяемся к призывам убрать руки от нашей страны. Надеюсь, теперь ни у кого не осталось ни тени сомнений о том, кто есть кто. Итак, несколько новостей по тематике канала. Во-первых, я уже рассказывала в этих видео о том, что посольство США в Украине приостанавливает работу и эвакуирует своих сотрудников и граждан США из страны. В комментариях многие писали, что мы лишь нагнетаем ситуацию, и на самом деле посольство работу не прекращает, а только переносит рабочую силу во Львов. Там же в комментариях мы отвечали, что нужно быть внимательными и читать первоисточники, то есть новости, непосредственно опубликованные на сайте посольства США, чтобы понимать, что во Львове планировалась только обработка экстренных случаев, не связанных с паспортными услугами, а также взаимодействие дипломатической миссии с украинскими властями. То есть, по сути, нас это и так не касалось. Но теперь нет и этого. Появилась информация о том, что и последние сотрудники дипломатической миссии США покинули Украину, а вместе с ними и австралийские коллеги, и множество других. В том числе эвакуацию планируют или уже осуществило и посольство РФ, а в сети разошлись видео, на которых видно, что сотрудники не просто эвакуируются, но и сжигают макулатуру. И все эти новости, которые становятся хуже с каждым днем и уже не просто на словах угрожают целостности и независимости Украины, однозначно указывают на то, что восстановление работы посольства США по оказанию консульских услуг и проведению собеседований восстановится очень нескоро, если восстановится вообще. А поэтому, напоминаю, не стоит ждать, когда правительство США примет решение о переносе рассмотрения кейсов победителей лотереи Грин-карт в другую страну. На опыте видно, что на это у них уходит слишком много времени, которого из-за ограниченных временных рамок у победителей нет. Пишите в посольство США в других странах с просьбой принять ваш кейс. Вдруг получится. О том, как это сделать, я рассказывала в этом видео. А электронные адреса посольств и другую полезную информацию вы сможете найти в нашем телеграм-канале. Всем мира!